Привет всем, кто смотрит это видео. Сегодня я хочу показать, как можно сшить повязку тюрбан на голову из обычной ткани. Выкройка универсально подойдет для головы взрослого человека, а использовать мы будем при шитье только швейную машинку и никакого оверлока. Из какой же ткани можно сделать такую повязку? Можно использовать трикотаж, а можно использовать обычную ткань. Я буду использовать обычную рубашечную ткань. Выкройка будет очень простая. Я уже заранее подготовила 3 прямоугольника. Два прямоугольника будет одинаковые между собой со сторонами 52 на 20 сантиметров и один прямоугольник со сторонами 18 на 8 сантиметров. После того, как мы выкроили наши прямоугольники, берем два больших прямоугольника и складываем их лицевыми сторонами вовнутрь. Срезы совмещаем между собой. Важное дополнение: в выкройке, которую я дала, уже включены припуски на швы. Маленький прямоугольник мы также складываем. Нам нужно будет выполнить строчку на расстоянии 1 сантиметр от среза у каждого прямоугольника. Стачиваю срезы на швейной машинке. В начале строчки и в конце строчки обязательно делаю закрепку. Подрезаю припуск где-то на 0,5 сантиметров, то есть чтобы у меня осталось немного ткани от среза. Это делается для того, чтобы уменьшить толщину швов. Выворачиваю прямоугольники на лицевую сторону. После этого нам нужно провести влажно-тепловую обработку, то есть прогладить утюгом. Маленький прямоугольник — это у нас будет вставка, где будет резинка шириной 2,5 сантиметра. Можете и меньше взять ширину. Длина резинки будет 11 сантиметров. Вставляю эту резинку в маленький прямоугольник и фиксирую ее булавками. На расстоянии 0,5 сантиметров я сделаю строчку, чтобы закрепить резинку вместе с тканью. А теперь беру большие прямоугольники, складываю их крест-накрест. Беру два конца прямоугольника и заворачиваю концы, вставив вовнутрь наш самый маленький прямоугольник, то есть тот, который на резинке. То же самое проделываю и с другой стороны. На расстоянии 1 сантиметра делаю строчку, скрепляю между собой получившиеся завороты. И вам маленький совет: если вам нужно прошить такое количество ткани сразу одновременно, то используйте длинный стежок, низкие обороты швейной машинки, то есть шейте на меньшей скорости и используйте обязательно толстую иглу. Это больше 100, возможно 90, но лучше 100. Пошив и законченный, вот такая вот повязочка получается.
Надеюсь, вам понравилось мое видео. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и желаю вам творческих успехов.